Всех приветствую. Записываем обновление обзора криптовалют. Большинство графиков идет по прогнозу. Начинаем с биткоина. По биткоину у нас по прогнозу было обновление лоя и поход наверх. Все так и случилось. Пробили лой, быстро откупили и направились в восходящем направлении. Куда мы сейчас идем? По-прежнему здесь два варианта. Пока оба вверх. Первый вариант — это то, что коррекция уже завершилась. Вот такая. И мы развиваем волну 1, 2 и идем покорять новые вершины. А это значит, что на откате здесь можно будет брать со стопом за основание. Вот сюда. На откате брать и наверх. Второй вариант — это вот этот. Давайте розовым отметим. Это то, что была всего лишь волна А. Если была эта волна А, то вот ее расчетная зона. Так, после пробоя вниз она немного изменилась. Вот ее расчетная зона, куда мы должны дойти в волне B. Не по времени, а по уровню цены, естественно. После чего здесь возможен разворот вниз, если будет продолжена коррекция в волне C. Имейте это в виду. Оба сценария лонговые, но в зависимости от каких уровней будет лонг. Либо мы сейчас уже начинаем первую волну, и будет вот такое движение. 1, 2, 3, 4, 5, дальше наверх. Либо мы сходим в B и пойдем еще раз обновлять лой, после чего уже пойдем наверх. Скам крипты пока отменяется, я думаю. Просто вопрос в том, как долго будут всех вытряхивать. Вполне возможно, что уже разворот случился, и мы идем наверх. И если идем наверх, то будет обидно остаться без покупок. По биткоину все по плану. Лонг от двух сценариев. Рассчитывайте свою торговую стратегию. Посмотрим эфириум. По эфириуму ниже мы особо не пошли. Также у нас импульс прошел вниз. И сейчас идет движение наверх. И здесь также у нас развивается два сценария. Пока мы не пробили здесь хай, здесь все еще может быть волна B. Давайте глянем на часовиках. Вот она. Раз, два, три волны. Расчетную зону, конечно же, мы пробили, но это всего лишь ориентировочная зона, и она не всегда останавливает движение. Вполне возможно, мы еще пойдем вниз. Но опять-таки, здесь можно торговать от двух сценариев. Либо мы ABC дорисовываем и еще раз сходим вниз, либо здесь уже развивается импульс, который пойдет дальше покорять верха. Давайте отметим, если у нас волна 1 на эфириуме завершилась, и это была именно волна 1, то вот она расчетная зона волны 3. В принципе, мы ее уже коснулись. Здесь также оба сценария лонговые, только от каких уровней. Либо мы уже идем в лонг, либо обновим лой и пойдем также наверх дальше. Дальше смотрим Ripple, 4 часа. Что у нас здесь по Ripple? По Ripple также, как мы и раньше рисовали, здесь такие же два сценария, как по биткоину, по эфириуму. Либо здесь ABC прошло, и мы уже развиваем восходящий тренд, либо будет волна B с дальнейшим снижением в волне C. Что здесь можно отметить? Волна, предполагаемо А, завершилась здесь. Получается, расчетная зона у нас актуальна, она находится вот здесь. Мы до нее еще не дошли, то есть как минимум вот до сюда мы добьем, до 1.4. В любом случае, при любом движении, либо C, либо в восходящем тренде. Но здесь уже нужно будет наблюдать. Либо мы разворачиваемся и еще раз идем обновлять лой с дальнейшим движением наверх, либо мы уже здесь пробиваем и идем дальше в пятой волне рисовать новые хаи. В любом случае, если вы здесь будете покупать, а я здесь купил, стоп за данный уровень, за начало импульса, с расчетом пойти повыше. Когда будет четкая волна 1 отрисована, можно будет уже рассчитывать, где будет завершена волна 3, 4 и так далее. Пока по Ripple также лонг, но от каких уровней, вот в этом вопрос. Еще посмотрим Dash. По Dash аналогичная ситуация. В принципе, можете перекладывать данные разметки на все остальные монеты. Либо это была волна А, будет B и C, либо это уже была ABC, и мы начинаем восходящий тренд. Давайте отметим здесь расчетные зоны, вдруг кому-то они очень важны. Вот расчетная зона волны B, от которой мы можем развернуться и пойти вниз. Ну а если здесь заходной импульс в волне А, то, как обычно, стоп сюда, на откате берем
с расчетом идти наверх. Первая цель – предыдущие хаи. Дальше посмотрим BNB. По BNB здесь вырисовывается треугольник. Хаи понижаются, лои повышаются. Возможно, здесь вот такое движение с еще одним снижением и пробитием наверх. Также это выглядит все лонгово. Как всегда, ближайшие цели это предыдущий хай. Если треугольник у нас отрисуется, то по его завершению можно будет уже рассчитывать дальнейшие цели. Пока разворота здесь нет, но данный треугольник выглядит на лонг. Binance также хорошо выглядит, чтобы идти наверх. Посмотрим еще у нас рубль. Он у нас решил укрепиться за последние дни, но это все еще продолжается коррекция в рамках глобального потом обвала. По прогнозам мы также все смотрим наверх. Что у нас здесь изменилось? В принципе, расчетную зону мы пришли, разворота пока здесь не случилось. Из-за того, что все это снизилось, зона третьей волны также у нас немного ниже стала. Вот сюда. То есть в район 81 с данных уровней мы вполне можем сходить в третьей волне. По рублю также у нас все плохо. Также у нас ожидается рост курса. Что еще сегодня из комментариев хотел посмотреть? Вот BitTorrent просили. По нему я тоже уже зашел в лонг. И здесь у нас была расчетная зона. Мы ее пробили аж вот до сюда. Пик волны 1 не пробили, значит у нас все в силе. Первая зона, где мы можем смотреть на возможность закрытия, это вот она, предыдущие пики. По времени это все сдвигается. И после вот данного прострела я вот здесь зашел в лонг. Естественно, покупки, стоп за основание и держим наверх. Что я сделал? Делать ли вам это, я не могу вам советовать, у вас своя голова. На плечах свои деньги. Только вы ответственны за них. Так, что-то я еще сегодня хотел смотреть. Нет, больше ничего. Ну что ж, все выглядит неплохо. Подпирайтесь стопами. Все выглядит в лонг. Большинство. Если же мы прольемся вниз, то стопы вас спасут. Но я думаю, все будет нормально и все выглядит достаточно неплохо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Развернулись ли мы, либо еще раз обновим лои. Удачной торговли и счастливо!